Добрый день, мои дорогие, как старые, так и новоприбывшие. Прошлый ролик произвел немаленький фурор по сравнению с тем, что у меня было раньше, и потому я продолжу рубрику про улучшение составляющих крутого Сэма. Не будем тянуть и сразу в дело. Оружие в Сэме — немалый аспект игры, от которого строится игровой опыт. Все части мы играли с классическим набором вооружения, но изредка появлялись замены или рескины. Так было до выпуска Serious Sam Fusion 2017. Именно здесь Кратим наконец-то дали полноценную возможность создавать свое абсолютно кастомное вооружение, от чего у комьюнити походу сорвало крышу, и они наклепали пушек так много, что походу еще пару месяцев они точно обгонят все проекты по количеству. Но поговорить побольше о кастомном оружии мы еще успеем. Давайте обсудим стандартный арсенал. Стандартный арсенал Сэма так знаком каждому игроку, что мне кажется, нет смысла даже рассказывать о нем в подробностях, ибо каждый знает его составляющие, которые с частями иногда менялись. Несмотря на все кастомное вооружение, именно классическое держится стеной. Почему же? Почему именно классическое оружие так хорошо вписывается в игру? Все очень просто. Помните, в прошлом ролике я, говоря о монстрах, рассказывал про их класс. Легкий, средний, тяжелый, сверхтяжелый, мини-босс, ну и, естественно, босс. Все эти классы для монстров строятся в первую очередь, смотря на текущий арсенал игрока. То есть у игрока есть только дробовик, то тот же биомеханоид старший для него будет боссом, что мы уже видели в третьей части трилогии. Классическое оружие хорошо продумано. Тут есть дробовики, что хорошо выглядит для самого начала игры, ракетница и гранатомет в HD-версии против кучи противников или тяжелых их видов. Есть целых 3 автоматических вида оружия, чтобы уничтожать толпы противников. Снайперская винтовка позволяет дать довольно рано сильных противников и увеличить ставки, а та же пушка хорошо подходит для эндгейма. Классический арсенал все больше заменяется на другое оружие в модах, и сам он нуждается в улучшении. Очень хороший пример улучшения стандартного оружия, не трогая статистики этого оружия, Alternative Fire Mod. Этот мод добавляет каждому оружию, кроме бензопилы, двойных кольтов и ножа, второй вариант стрельбы. Почему-то данное произведение не было оценено полностью, ведь если подумать, то благодаря альтернативному огню можно было бы создавать особые уязвимости противников, строить целые карты на основе того, как игрок будет использовать второй режим стрельбы каждого оружия, поджигать ли проходы с огнемета или взрывать толпы клиров, стреляя мини-ракетами из минигана. Или атаковать воздушные маневренные цели с помощью лазерно-наводящейся ракеты. Ничего из этого даже близко нельзя увидеть среди работ в мастерской Steam. Это печально, когда такой потенциал полностью забывается. Медленно, наверное, перейдем к кастомному оружию, а именно тому, что полностью берет пример со стандартного. Такой вид оружия либо не ушел достаточно далеко от стандартного, либо является попросту перекраской. Из такого оружия, как пример, можно было бы выделить Томпсон, которому улучшили анимацию и звук, помповый дробовик, что является просто новой моделькой стандартного дробовика. Суть вы поняли. Такое оружие мы в большинстве своем видели в HD и BFE. Также сюда можно поставить новые анимации для стандартного оружия, так как они тоже изменяют лишь внешний вид. То, что категория данного оружия существует, ни хорошо, ни плохо. Именно перекраски и ремоделинг позволяют получать новые ощущения от стрельбы, не изменяя стандартной статистики вооружения. Но есть и абсолютно новое оружие, которое предлагает свои механики. Оно довольно интересно реализовано. Из такого оружия можно выделить довольно интересные экземпляры, как Dark Matter Gun из портированного набора вооружений Quake 4 и Сила Доминатора из Красного Тенниса, так как она тоже прописана как отдельное оружие. Данное оружие немного отходит от понятия обычного, так как использует необычные механики для убийства. Первое оружие из примера за сильную черную дыру, что притягивает противников, нанося урон. А сила Доминатора позволяет переманивать временно на свою сторону противников, чтобы те сражались против друг друга. Также среди кастомного оружия есть оружие, что не имеет своего геймплея в Сэме. Оно либо слишком мощное, либо слишком специфичное, и поместить такое просто некуда. К примеру, Lava Rope Thrower или Anti-Material Sniper Rifle. Большинство имбового оружия можно было бы использовать как эндгейм вооружение. Кстати, что такое эндгейм вооружение? Это оружие сделано специально сверхмощным, чтобы именно последние шаги пройти вместе с ним. Пушка – хороший пример. Сильное оружие уничтожает средних врагов, превращая их в труху, и уничтожает особо сильных противников с пары полностью заряженных выстрелов. Как раз таки большинство имбового оружия можно было бы подвести как эндгейм вооружение, чтобы его сила не казалась такой уж имбовой. Пушке требуется 1,5 секунды, чтобы накопить в себе 750 урона. Обычный выстрел носит куда меньше – 425 единиц урона. Чтобы быть проще, мы можем поставить пушку на самый верх пирамиды урона, а дальше мы могли бы разместить разностороннее вооружение, которое слабее этого оружия, но также оно могло быть полностью эндгеймовым. Первое на очереди – Pulse Gun.
Почему это пушка? Ее ДПС перекрывает пушку, но только на близкой дистанции. А с теми близкой дистанции с особо опасными противниками влечет неприятные последствия. Но нельзя преуменьшать силу этого оружия. На любой дистанции она наносит 250 единиц урона прямым попаданием и до 190 единиц урона по области. А также в месте попадания оставляет небольшую точку ООЗа, которая наносит периодический урон до 66 единиц каждому, кто зашел в это облако. Второе оружие, которое можно поместить сюда же, это антиматериальная снайперская винтовка. Это оружие наносит целую 1000 урона всем противникам, исключая самых больших. Это эндгейм оружие могло бы помочь убивать довольно жирных противников, которые не были бы слишком большими для пули. Это очень сильное оружие, которое также не нашло своего применения. Третья строчка является обычным набором оружия, которое не является эндгеймовым, но все равно достаточно сильно. Сюда вместе можно поставить Tomahawk Driver и Gatling Rocket Launcher. Каждый из них является серьезным улучшением минигана, которое дает сплэш и увеличивает урон. Также сюда можно добавить такое оружие, как Smurf Rocket Launcher и Scar S. Оба оружия являются довольно сильными в своем классе и непременно должны занимать свои строчки здесь. Ну, а ниже идет лишь обычное оружие, которое является небольшими бафами. Обрез, Enforcer, Tommy Gun и прочее. Получив понимание о мощности оружия и понимание эндгейм контента, стоит позадуматься, а почему у нас до сих пор нету автоматического эндгейм оружия? Все очень просто. Эндгейм оружие, которое будет обладать наимощнейшим ДПС, несомненно должно быть в игре, но давать ему авторежим стрельбы очень опасная затея. Можно было бы просто сделать что-то наподобие БФК из третьего Квейка, не очень быстрое, но мощное и со сплэш дэмэджем, которое позволяло бы уничтожить просто невероятные кучи противников. Но и противники должны быть такое оружие намного сильнее. И тут мы сталкиваемся с пониманием врагов под оружие. Чтобы сохранять сложность, эндгейм оружие должно быть не слишком часто используемым. Баланс должен заставлять игрока подумать перед его использованием, а также постоянно увеличивать ставки. То есть, чем сильнее вооружение, тем сильнее противники. Это стандарт баланса, но получив слишком сильное эндгейм оружие, сложность мгновенно пропадет. И будете просто скучать, играя с ним, пока не получите противников еще сильнее. Поэтому выбирать эндгейм оружие нужно очень аккуратно, чтобы оно не выбивалось из концепции слишком сильно или служило определенной цели. Нельзя забывать о том, что оружие во время игры нужно правильно размещать, чтобы игрок его мог использовать здесь и сейчас, а не подобрал и забыл. То есть игроку нужно сначала столкнуться с препятствием монстром, который будет довольно силен и живуч, чтобы игрок понял, что ему нужно новое, более сильное вооружение. Так делал и оригинал ТФЕ, давая нам биомеханоида. Правда, почти сразу выдал ракетницы, дал его пробовать, что хорошо и плохо. Но хороший пример демонстрации слабости вооружения — босс биомеханоида в БФЕ. Не собирая секретов, мы имеем лишь дробовик и опасного биомеханоида, которого можно было бы легко убить с ракетницы, но у нас ее нет. Та же история с технополипом, так как при встрече Сэм не может с ним бороться, так как его попросту нечем сбить. Это хорошая демонстрация нужности ракетницы, которые дают опробовать вовремя. Также классический баланс получения оружия и появления противников можно было бы использовать в своих кастомных картах, так как эта схема работает почти универсально, если вы понимаете, что вы делаете. Как пример, можно создать небольшую схемку того, как самым простым образом можно создать боссов под определенный период геймплея. Берем ДПС ствола, умножаем его на 11 и получаем ХП босса, которое примерно подойдет для этого оружия. Ну а остальное с балансом монстров мы обсудили еще в предыдущем видео. Честно говоря, идеи для оружия ограничиваются лишь знаниями об эдиторе и его возможностях. Наскриптить можно очень много всего. Вот вам всего пара примеров довольно уникального оружия. Стационарная турель. Для установки требовало бы стоять неподвижно 1,5 секунды. Использование вручную, то есть остановка и атака противников, что бегут на вас. Невероятная мощь, которая компенсируется вашей неподвижностью. Второй вариант — липкий снаряд верность. При нацеплении на противника и активации заставляет противников в небольшом радиусе от цели атаковать цель с верностью на теле. Это немного отвлекло бы фокус от игрока и помогло бы в некоторых случаях. Действует секунды 4. Третий вариант — автомат с подствольным гранатометом. Почему-то никто до сих пор не реализовал эту идею, но я уверен, что тут даже не нужны пояснения. Еще один вариант — окружение. Что? Неожиданно, правда? Я считаю, что окружение в Сэме должно быть опасно. Бочки, ямы, ловушки, чего вы только не видели. Вот только почти никогда мы не могли заманить туда врагов, чтобы окружение работало на нас. Ух, вот и ролик подошел к концу. Точнее, его часть. Тут небольшое обращение к людям, что мне помогают. Недавно я поймал очень большой поток просмотров и подписчиков, и сначала потому что алгоритмы Ютуба помогли мне продвинуться. Но потом, посмотрев рекомендации, я понял одну вещь. Metal Tales, Мистер Огурчик, Сириус Вован, большое вам спасибо.
Без вас я бы так и остался незаметным, неприметным каналом, а также просто вероятно гигантское спасибо моему товарищу Гоблин Холму, что создает субтитры для англоязычного сообщества под каждый ролик. А для всех новоприбывших, ролики каждую неделю, за подробностями в группу ВК, ссылочка в описании. Всем спасибо, дорогие мои, всем пока!